Считается, что если в голове тишина, значит, человек расслабился и прохлаждается. Но настоящая ясность не приходит как пункт в списке дел. Она появляется тихо и свободно, когда мы перестаем все анализировать. Иногда вы ловите себя на мысли о самом процессе мышления. Едете в транспорте или лежите в постели, а разум вдруг начинает хаотично перескакивать с воспоминаний о прошлых ошибках к планам на будущее, от списка покупок к экзистенциальным страхам. Все это напоминает перекресток с 5 несогласованными между собой светофорами в час пик. Мы настолько привыкли к этому внутреннему шуму, что подлинная тишина теперь воспринимается как аномалия, будто что-то идет не так, если мы не прокручиваем мысли без остановки. Но стремление к покою не проявление слабости, а потребность в ментальной передышке вовсе не лень. Это естественное выражение нашей человеческой сути. Сознание – всего лишь инструмент, мощный, тонкий, острый. Но если не выпускать его из рук, рано или поздно он начнет ранить нас самих. Правда в том, что большую часть времени мы вовсе не решаем проблемы. Мы кружим по замкнутому маршруту, переигрываем старые сцены, спорим с воображаемыми собеседниками, снова и снова обдумываем давно пройденное. Это истощает. Но происходит настолько привычно и незаметно, что становится чем-то вроде фоновой тревоги, тихой, но не прекращающейся. Наш ум похож на снежный шар. Если постоянно встряхивать его, все остается мутным. Но стоит позволить частицам осесть, и контуры проясняются сами собой. Истинные озарения приходят не в моменты напряженного размышления, а тогда, когда мы, наконец, отпускаем контроль. В душе, на прогулке или просто глядя в потолок. Непрерывный поток мыслей – это не всегда продуктивность. Зачастую он лишь заглушает ту самую тишину, в которой рождается настоящее понимание. И когда мы перестаем цепляться за каждую мысль, становится очевидно. Большая их часть – это просто ментальный хлам, который мы носим с собой, пересматриваем по привычке, хотя давно пора отпустить. Многие мысли приходят к нам, маскируясь под срочные проблемы. Но чаще всего это лишь отголоски, остаточное напряжение, неясные тревоги, которым мы зачем-то продолжаем уделять внимание. Мы привыкаем жить внутри головы, в ментальной симуляции, будто все происходящее должно быть прокомментировано, проанализировано, разложено по полочкам. Но человек не создан для того, чтобы существовать исключительно в мире размышлений. Вот почему прогулка на природе дает облегчение. Вот почему музыка вдруг проникает глубже, когда ты перестаешь ее разбирать и просто позволяешь себе слышать. Вот почему самые настоящие моменты в жизни не нуждаются в комментариях, они требуют лишь присутствия. Когда перестаешь считать мысль главным героем, начинаешь заново проживать реальность, а не наблюдать за ней из-за стекла. Нас редко учат, что тишина – это не пустота и не бездействие. Это вход в подлинное осознание. Пока ум непрерывно генерирует мысли, внимание ускользает от настоящего момента. Мы вечно на шаг впереди тела, в прошлом, в будущем, в бесконечных внутренних монологах, в списках дел, которые никогда не заканчиваются. Мы редко бываем там, где находимся физически. Можно идти по солнечному парку, но если разум все еще прокручивает старую ссору, тело ощущает ее как происходящую здесь и сейчас. Мозг не различает реального и воображаемого конфликта. Вот насколько велика сила мысли. Однако именно в этом и заключается парадокс. Мысли формируют нашу реальность только тогда, когда мы не отдаем им контроль. Мы не бессильны перед ними.
Отдавать контроль мыслям значит верить каждой из них на автомате, действовать под их влиянием, как будто они истина. Оставлять контроль у себя значит помнить, что вы не ваши мысли, а тот, кто может наблюдать их, выбирать, во что верить, и возвращаться к настоящему моменту. Мы не бессильны перед ними. Просто привыкли откликаться на каждую, будто это уведомление, которое обязательно нужно прочесть. Хотя чаще всего не стоит. Бывали ли у вас моменты, когда случайная негативная мысль внезапно портила весь день? А если присмотреться, она не имела под собой никакой причины. Не было события, не было триггера. Просто старая привычка, замкнутый цикл, ментальный рефлекс, натренированный бесконечным повторением. В такие моменты становится особенно важным вспомнить о силе покоя. Ведь покой — это не пассивность. Это осознанное размежевание с постоянной внутренней болтовней. Это пространство, в котором ты, наконец, замечаешь: не все мысли заслуживают внимания, не все нужно доводить до логического конца. Часто самые правильные решения мы принимаем не в муках анализа, а в тишине, внутри. В те моменты, когда не пытаемся контролировать каждый шаг, ты просто знаешь. Это не логика, это глубинный разум, интуитивное понимание. Оно спокойно, уравновешенно, заземлено, и ему не нужен постоянный контроль. Настоящее изменение начинается тогда, когда ты позволяешь себе не думать постоянно. Ты не становишься менее осознанным, наоборот, становишься собой по-настоящему. Становишься внимательнее, начинаешь замечать то, что прежде проходило мимо. Жизнь разворачивается свободно, без навязчивого управления. Потому что ясность не приходит от напряженного обдумывания. Она рождается в тишине, в пространстве, которое всегда было рядом, но оставалось незамеченным. Утром ты еще не открыл глаза, а ум уже ведет диалог. Завтракаешь, и мысли сопровождают каждый жест. Даже когда пытаешься отдохнуть, в голове звучит: «А правильно ли я расслабляюсь? Может, нужно заняться чем-то полезным?» Возникает ощущение, будто ты никогда не остаешься один, будто внутренний голос обязан объяснять, оценивать, навешивать ярлыки на каждую секунду. Этот постоянный шум не просто утомляет, он отделяет нас от жизни. Ведь между тем, чтобы быть в моменте, и тем, чтобы быть в мыслях о моменте, огромная разница. Первое похоже на дыхание, второе — на внутренний контроль и оценку. Тебе не нужен ум, чтобы постоянно следить, анализировать и составлять отчет о собственной жизни. Иногда лучше просто быть. Без пояснений, без анализа. Присутствовать. Вы не машина, вы живое существо. Вы здесь не для того, чтобы бесконечно анализировать реальность, а чтобы проживать ее. Именно поэтому не стоит думать постоянно. Чем больше энергии уходит на внутренние комментарии происходящего, тем меньше остается на само проживание. Есть целые уровни восприятия, которые открываются только тогда, когда вы перестаете за ними гоняться умом. Это могут быть тонкие телесные ощущения, эмоции, которые не требуют анализа, или идеи, возникающие сами по себе. Это как включить радиостанцию, о которой вы даже не подозревали. Она всегда играла, просто была заглушена внутренним шумом. Вот где осознанное присутствие приобретает силу не в абстрактном духовном смысле, а в предельно-человеческом. Оно помогает восстановить связь с вашей природной мудростью, той, что не нуждается в списках «за» и «против», чтобы почувствовать, что вам по-настоящему подходит. Той, что не стремится к словам, чтобы избежать тишины. Той, что чувствует глубже, замечает больше и реагирует спокойнее. В состоянии присутствия вам не нужно объяснять себе происходящее. Вы уже в этом.
И однажды, ощутив эту ясность, тишину и внутреннюю достаточность, вы начнете замечать, сколько внутреннего шума носили без всякой необходимости. Самое удивительное в том, что все, к чему многие стремятся – ясность, спокойствие, уверенность – это не то, что нужно добавить в жизнь. Это то, что остается, когда вы перестаете все усложнять. Нас учат, что путь к успеху и счастью лежит через усилия, планирование и контроль. Но на самом деле все наоборот. Чаще всего необходимо просто убрать внутренние помехи, чтобы проявилось то, что вы и так уже знаете, чувствуете и чем являетесь. Постоянное стремление просчитать каждый шаг – это не про ясность, это про напряжение, замаскированное под продуктивность. Люди, которые кажутся самыми спокойными, устойчивыми и уверенными. Не те, кто беспрерывно все продумывает. Они просто научились доверять своему восприятию, не стремясь его контролировать. Мысль – это линейный процесс. У нее есть начало, направление, логика. А осознанность – это открытость, тишина, мгновенное присутствие. Она не спешит. Она замечает. Она не строит прогнозы. Она откликается. И когда вы начинаете жить из этой осознанности, а не из потока мыслей, происходит тонкий, но мощный сдвиг. Вы перестаете готовиться ко всему заранее, потому что умеете быть настолько присутствующими, чтобы реагировать с ясностью прямо в моменте. Именно в этом присутствии живет ваша сила. Вы здесь. Прочно, цельно, живо. Вы меньше устаете, меньше реагируете на раздражители, и даже сложные решения перестают казаться тяжелым ментальным подъемом. Они становятся естественными, быстрыми, чистыми. Но ирония в том, что доступ к этому состоянию не появляется через усилия. Стать более присутствующим. Он появляется, когда вы осознаете, вы уже здесь. Не нужно заслуживать покой. Достаточно перестать убегать от него. Именно поэтому не стоит думать все время. Настоящая мудрость не в следующей мысли, а в тишине между ними. Она просто ждет, пока вы остановитесь и позволите себе ее услышать. В современном мире тишина часто воспринимается подозрительно. Если вы не печатаете, не прокручиваете, не планируете, с вами якобы что-то не так. Даже у вас самих может появиться ощущение, будто вы отстаете, если ум не занят на полной скорости. Но что, если тишина – это не пустота, а именно то место, где начинается настоящее? Проблема не в том, что вы думаете. Проблема в том, что вас не научили слушать жизнь, не перебивая ее мыслями. Существует целый слой опыта, который остается недоступным, пока мысли не уступят место ощущению. Он скрыт в паузах между словами, в дыхании перед тем, как вы что-то скажете, в промежутке между идеями, там, где вы просто есть, без реакции и планов. И именно там проявляется нечто удивительное. Вы становитесь более интуитивными, ваши реакции становятся мягче. Вы перестаете играть роли, становясь настоящими. Лучше слышите других, отвечаете глубже, легче находитесь в состоянии покоя. Не потому, что стали ленивыми, а потому, что перестали воевать с тишиной. Не обязательно заполнять каждый момент мыслями. Некоторые из самых значимых перемен происходят не тогда, когда вы продумываете свой путь вперед, а когда позволяете себе прочувствовать его. В тишине есть своя форма интеллекта. Не словесная, а телесная, интуитивная. Она проявляется в том, насколько спокойно вы реагируете на то, что раньше вас цепляло. В том, как легко вы засыпаете. В том, как глубоко дышите. В том, как полностью присутствуете, даже в обыденных моментах, не убегая от них в голову. Вам не нужно полностью отказаться от мышления.
Достаточно перестать делать вид, будто это единственный голос, которого стоит слушать. Потому что как только вы освободите немного пространства, позволите осознанности дышать, все начинает меняться. Вы начнете замечать, что жизнь все это время пыталась что-то вам сказать. Но она не кричит. Она шепчет. Есть особое чувство свободы, которое многие так и не испытывают. Оно приходит не тогда, когда вы, наконец, достигли всех целей или починили себя. Оно возникает, когда вы понимаете. Не обязательно гоняться за каждой мыслью, идеей или ситуацией, которые появляются перед вами. Чтобы жить осмысленно, не нужно анализировать все подряд. Не каждое событие требует размышлений. Иногда достаточно просто быть рядом и по-настоящему присутствовать. Вам не нужно иметь мнение по поводу каждой новости, не нужно в голове прокручивать все возможные варианты развития событий. Даже если в разговоре возникает пауза, не обязательно искать в ней скрытый смысл. Иногда это просто тишина, и она тоже ценна. С детства нам внушают, что ценность человека измеряется его продуктивностью. Даже в мыслях. Считается, что если в голове тишина, значит, человек расслабился и прохлаждается. Но настоящая ясность не приходит как пункт в списке дел. Она появляется тихо и свободно, когда мы перестаем все анализировать. Вот момент, который может все изменить, когда вы начинаете воспринимать мысли не как обязательный процесс, а как выбор. Когда вы позволяете себе побыть в промежутке между мыслями и доверяете этой паузе так же, как доверяли бы самой мысли. Вы чувствуете себя более устойчиво не потому, что изо всех сил старались, а потому, что перестали тратить энергию на контроль того, что в контроле и не нуждается. Вы начинаете говорить медленнее, слушать глубже. Вам легче сосредоточиться на том, что вы делаете, даже если вы просто отдыхаете. Именно поэтому не нужно думать постоянно. Не потому что мышление – это враг, а потому что тишина и покой не будут бороться за ваше внимание. Они просто ждут, пока вы перестанете заполнять каждую паузу шумом. В следующий раз, когда захочется что-то сказать в тишине, попробуйте немного подождать. Не для того, чтобы что-то произошло, а чтобы почувствовать, каково это – ничего не делать и ничего не решать. И вот одна истина, которую, возможно, вам не рассказывали. Вы имеете право просто ощущать момент, не озвучивая его в голове. Вы можете проживать день, не обрабатывая каждую секунду как задачу. Вам не нужно объяснять самому себе каждое свое действие. Мы живем в мире, где ценится постоянное движение, многозадачность, реактивность. Быстрые ответы, остроумные реплики, моментальные выводы – это стало нормой. Но мало кто говорит о том, насколько сильно и по-настоящему может действовать спокойствие. Умение не вступать в каждую мысль, не делать вывод из каждого ощущения, не заполнять тишину словами. Люди, которые кажутся самыми уравновешенными и уверенными, обычно не потому такие, что у них меньше мыслей. Просто они научились не давать мыслям управлять собой. Они поняли. Настоящий ум не всегда говорит громко. Он наблюдает, он слушает, он ждет нужного момента и тогда говорит ясно, без лишнего. И вот что вы начинаете чувствовать, когда перестаете ждать от ума, что он сделает за вас всю работу. Осознанность, она уже здесь. Она не спрятана за десятками книг по саморазвитию. Она не в следующем прорыве. Она под всем этим просто ждет, когда вы ее снова заметите. Так что если вы чувствуете себя усталым, перегруженным, словно что-то давит, возможно, дело не в том, что с вами что-то не так. Возможно, вы просто слишком много думаете о вещах, которым это вовсе не нужно. Позвольте уму быть инструментом, но не делайте из него свой дом.
И когда приходит тишина, не гоните ее прочь. Встретьте ее как старого друга. Пусть она напомнит вам, что значит просто быть, без необходимости что-либо объяснять.